Всем привет, с вами опять Руслан Левиев, и это очередная итоговая сводка за неделю. На прошлой сводке я вам говорил, что эту неделю, скорее всего, будут обсуждать продвижение украинских войск на запад вдоль российско-украинской границы, в Глушковский район Курской области. В итоге продвижения действительно были, и их действительно обсуждали, но совсем не так, как я ожидал. Я думал, что на этой сводке буду рассказывать вам об украинских войсках уже как минимум непосредственно в поселке Глушково, который является районным центром. А в итоге, с момента прошлой итоговой сводки за неделю, ВСУ смогли продвинуться и захватить только соседнего от поселка Снагость Апанасовку. Ну и немного расширить зону боевых действий на запад. На этой неделе мы видели сообщения о боях в районе поселков Краснооктябрьская, Комаровка, Кульбаки и железнодорожная станция Глушково. Я исходил из того, что, скорее всего, российские войска еще не успели перебросить достаточное количество подразделений в Глушковский район, на западный фланг Курской операции, поскольку им важнее не допустить продвижения ВСУ вглубь России, в сторону какого-нибудь Львова. Плюс мы видели, как украинская сторона бьет по мостам и понтонным переправам через реку Сейм, в каком-то смысле изолируя зону боевых действий, лишая российские войска возможности перебрасывать туда достаточное количество подразделений и вооружений. Вполне возможно, что российские войска все-таки успели кого-то перебросить в Глушковский район, и там не только срочники и пограничники ФСБ. Но также вполне вероятно, что украинская группировка войск, участвующая во вторжении, находится на пределе своих возможностей. И отсюда настолько медленное продвижение. Любому полководцу хотелось бы захватить максимум территории противника. И в этом плане, я думаю, Сырский не исключение. Но чем больше территория переходит под ваш контроль, тем больше вам нужно сил на ее удержание и отбитие атак. И это может быть одной из причин медленного продвижения на запад на этой неделе. Сообщения о подрыве мостов через реку Сейм вызывали дополнительную уверенность в том, что украинские военные должны были достаточно быстро продвигаться в Глушковском районе. Напомню, что есть всего 3 моста, один в поселке Глушково, другой в поселке Званое и третий в поселке Карыш. Глушковский мост был уничтожен надежно. Там прям целый пролет моста рухнул в воду. По мосту в Званом били много раз и добились того, что большая часть дорожного полотна упала в воду. Однако осталась буквально небольшая полоска асфальта. В прошлый раз я говорил, что она такая узкая, что по ней даже легковые машины не проедут. Ну, разве что на мотоцикле пересекать. А оказалось, что российские военные все-таки накидали досок с края образовавшегося в мосте проема, чтобы можно было заезжать на уцелевшую полоску. И таким образом, с большим риском, но они продолжают ездить по мосту. Были заявления, что третий мост в селе Карыш якобы полностью уничтожен. Однако за прошедшие дни так и не появилось каких-либо подтверждений этого. Так что Глушковский район Курской области оказался не до конца отрезан от основной части России. На восточном фланге Курской операции есть продвижение наоборот, российских сил. В частности, им удалось отбить село Крупец и деревню Спальня, рядом с захваченными Борками. В целом фронт Курской операции устоялся. Он стабильный и больших изменений ждать не стоит. Украинские войска будут пытаться продвигаться в Глушковском районе, но, как видите, темп там даже медленнее, чем я ожидал. Это плюс тот факт, что они атакуют Глушковский район исключительно с востока, не пытаясь одновременно зайти в него с прилегающей территории Сумской области Украины, наводит на мысли, что операция находится на пике задействованных ресурсов. Россия и Украина провели первый обмен военнопленными после начала украинского вторжения в Курскую область. Обмен произошел по формуле 115 на 115. Украинское движение «Наш выход», которое занимается поиском данных по российским военнопленным, опубликовало список из 115 срочников, которые были возвращены в Россию. Самый взрослый человек в списке – 2001 года рождения. Остальные – еще младше. Пока непонятно, что с этими срочниками будет дальше. Формально, по международному праву, срок нахождения в плену должен засчитываться им в срок срочной службы. То есть их предполагаемая дата увольнения в запас не должна была измениться от факта нахождения в плену. Могу предположить, что конкретно этих срочников отправят дослужить срочку в пункты постоянной дислокации их воинских частей, то есть подальше от приграничных областей. Это только часть солдат срочной службы, находившихся в плену. Неделю назад журналисты Вашингтон-Пост, которые побывали в лагере для военнопленных на территории Украины, писали, что там было 250 российских срочников. Мы внимательно следим за практикой отправки срочников на границу. И пока что никаких изменений в ней из-за Курской операции не произошло. Координатор движения «Идите лесом» Григорий Свердлин говорит, что им поступает большое количество обращений от родственников срочников, которых готовят к отправке на границу.
Противодействовать такому достаточно сложно, поскольку статус приграничных областей России не изменился. Они не входят в зону объявленной Кремлем спецоперации. А значит, срочников туда можно отправлять. Эти сообщения родственников могут иметь два объяснения. Первый, что усиление отправки срочников не произошло. Просто родственники теперь гораздо чаще обращают внимание, куда отправляют их сыновей. А второй вариант, что действительно происходит идентификация этой практики. Поскольку других-то резервов для отбития захваченных территорий нет, вот и отправляют срочников. Издание 7 на 7 обратило внимание, что власти Курской области начали распространять объявления о наборе добровольцев в отряд «Барс Курск». Для тех, кто не знает, «Барс» — это аббревиатура, которая расшифровывается как «Боевой армейский резерв страны». Это проект Минобороны России, который появился в 2021 году, в который набирали добровольцев и готовили в качестве будущего резерва. Так вот, в рекламе, распространяемой властями Курской области о наборе в «Барс Курск», говорится, что якобы контракты заключаются на 6 месяцев, а также гарантируется, что доброволец будет выполнять задачи только на территории Курской области. И то, и другое является уловкой. Поскольку договор подписывается с Минобороны России, то совершенно не важно, что указано в пункте про срок его действия. Он в любом случае становится бессрочным. Аналогично и про зону выполнения задач. Как только украинский плацдарм в Курской области исчезнет или появится новый в другом регионе, этих добровольцев непременно отправят на другие горячие участки фронта. На этой неделе многие СМИ спрашивали меня, а правда ли, что поселки Курской области ждет такая же судьба, что и Бахмут, Авдеевку, то есть они будут стерты с лица земли, поскольку российская армия бомбит города? Во-первых, да, населенные пункты Курской области, которые будут попадать в зону боевых действий, ждет именно такая судьба. От большинства строений там будут оставаться одни руины. Во-вторых, вот последнее, что мне хотелось бы делать, это защищать российскую армию. Но в современное время городские бои только так и ведутся. Посмотрите на Волчанск в Харьковской области. Думаете, там Украина не применяет по жилым массивам артиллерию, авиацию с бомбами, пытаясь выбить из них российские войска? Конечно, применяет. Просто потому, что нет особо вариантов, как выбить со своей территории вооруженного противника, засевшего в здании. И даже если бы сейчас на территории нашей страны велись боевые действия, допустим, американской и китайской армии, то тоже ничего бы не изменилось. Чудес не бывает. Любая война равняет с землей города, выжигает их словно напалмом. И никто никогда не будет среди военных тут проявлять сентименты, что «Ой, мы же бомбим свою территорию, как так?». Сейчас авиация по Курской области применяется достаточно ограниченно, но и без этого уже многие поселки напоминают какой-нибудь Бахмут. Кадров этих руин уже предостаточно. Один из примеров того, в какие руины превращаются сейчас населенные пункты Курской области, это широко обсуждаемое видео боя в деревне Русская Конопелька. И без применения авиации там от домов местных жителей уже ничего не осталось. Что касается самого видео, то на нем мы видим, как по дороге едет украинский бронеавтомобиль «Казак». Около Т-образного перекрестка наперекор ему едет российская боевая машина пехоты БМП-2, которая делает выстрел в сторону «Казака», но не попадает. Прямо напротив украинского бронеавтомобиля на дороге стоит еще одна российская БМП – БМП-3. В этой ситуации украинские военные решают покинуть опасный район и начинают задним ходом быстро сдавать назад. Российская БМП-3 начинает вести огонь из своей пушки в сторону уезжающего «Казака». При этом, поскольку вторая российская БМП неудачно выехала на линию огня, часть снарядов попадает именно по ней. Если присмотреться к видео, можно заметить, что наводчик БМП-3 стреляет именно по «Казаку», потому что мы видим, как снаряды прилетают по жилым домам, рядом с которыми проезжает украинский бронеавтомобиль. Из этого видео можно сделать два вывода. Первое. Российская БМП-2 попала под огонь другой российской боевой машины пехоты, выехав на ее линию огня. Я уверен, что БМП-2 была именно российской, потому что мы видим маркировку на лобовой детали в виде символа V, а также потому, что эта машина делала выстрел в сторону украинского бронеавтомобиля. Также я уверен, что другая российская БМП целилась именно в украинский бронеавтомобиль, а не в свою же БМП. Потому что мы видим, как по мере сдавания украинским бронеавтомобилем назад корректируется и направление стрельбы БМП-3. Некоторые украинские телеграм-каналы предположили, что БМП-2 была все же украинской, но они такой вывод сделали из-за склейки на видео, после которой мы видим украинских солдат, идущих среди руин этой деревни. Никаких признаков того, что они вышли из уничтоженной БМП-2, мы не видим. Второй вывод, который можно сделать, посмотрев это видео,
это что населенные пункты успешно уничтожаются, даже если не применяется авиация и тяжелая бронетехника. Боевая машина пехоты – это не танк. На видео она стреляет из пушки калибром 30 мм, тогда как у российских танков калибр 125 мм. И даже если 30-миллиметровый снаряд не сразу разрушает постройку, то он с высокой вероятностью поджигает ее, что мы и видим на видео. А дальше все доделает уже возникший пожар. В итоге от здания остаются только руины. Курьезный случай произошел в контексте Курской операции. Бригада «Пятнашка» и входящие в нее батальоны «Арбат» и «Сармат» объявили об освобождении населенного пункта Нечаев. Проблема только в том, что о захвате этого населенного пункта никто и никогда не сообщал. Он даже находится за пределами серой зоны, то есть зоны, где идут основные боевые столкновения в Курской области. При этом бойцы этого подразделения в своем видеозаявлении стоят на фоне горящих руин здания. К слову, про уничтожение населенных пунктов. Такое вот освобождение. На Покровском направлении в Донецкой области идут городские бои в Новогродовке. За неделю на этом направлении российские войска захватили населенные пункты Межевое, Птичье, Камышевка, Заветная и Журавка. От текущей линии фронта до Покровска немногим более 10 километров. Поэтому еще на прошлой неделе украинские власти объявили обязательную эвакуацию детей и семей с детьми из города Покровска. С Покровского направления также поступают сообщения, жалобы украинских военных на командование 151-й бригады об их отношении к солдатам. Здесь важнее всего именно номер бригады – 151. Все свежесформированные бригады Украины носят номера, начиная от 150-го. При этом Покровское направление является одним из двух важнейших и двух опаснейших. Мы часто дискутируем и внутри команды, и с многими коллегами военными аналитиками. И знаете, идея отправлять на важнейшие участки фронта неопытные силы многим кажется, как минимум, спорной. На Торецком направлении российские войска расширили зону контроля в поселках Пивничная и Дружба. Продолжаются городские бои на окраинах самого Торецка. Также армия России периодически пытается со стороны Зализного атаковать Нелеповку, тем самым ликвидируя карман между Зализным и Нью-Йорком. В часовом миру, по сравнению с другими участками фронта, где активно применяется бронетехника, достаточно тихо. Хотя на неделе было видео, как трое российских штурмовиков пересекают канал Северский Донец-Донбасс, заходят в ближайшие руины основной части Часового Яра и берут в плен нескольких украинских солдат. Мы видим поступающие сообщения, что периодически такие маленькие штурмовые группы россиян заходят в Часов Яр и пытаются вступить в бой. Одна из элитных бригад Украины, 3-я штурмовая, объявила, что они идут в атаку на Харьковщине. Свое сообщение они сопроводили компиляцией видео с кадрами боев, которые трудно геолоцировать. С момента их заявления произошли изменения только на одном участке фронта, близкого к Харьковской области. На Лиманском направлении в Луганской области 3-я штурмовая бригада освободила поселок Нововодянное. Он находится на границе с Харьковской областью. Associated Press написали, что Белый дом направит новый пакет военной помощи Украине на $125 миллионов. Там, как всегда, будут всякие реактивные снаряды для хаймерсов, противотанковые ракеты, глушилки против дронов и артиллерийские снаряды. Но, честно говоря, у нас давно зреет вопрос. Они там деньги собираются тратить вообще? В прессе вы можете часто встретить сообщение, что США выделили помощь Украине по PDA. PDA расшифровывается как Presidential Drawdown Authority. Это механизм, позволяющий президенту США выделять военную помощь союзникам из резервов армии США без согласования с Конгрессом. У этого механизма свой отдельный бюджет. То есть этот механизм не тратить те самые согласованные Конгрессом $60 миллиардов. Так вот, во-первых, по PDA еще с прошлогоднего пересчета должна была остаться какая-то сумма. Несколько миллиардов. Во-вторых, в этом году еще добавили. Плюс в целом пакет согласованный Конгрессом. Где все новые крупные поставки? Мы этого не понимаем. Мы много по этому поводу общались с западными военными аналитиками и экспертами. И, честно говоря, большинство задается тем же самым вопросом и тоже хотят знать ответ на него. – 22 августа в порту Кавказ, находящемся в Керченском проливе, украинские силы нанесли удар по железнодорожному парому «Конрад Рейдер». В момент атаки он перевозил 30 цистерн с топливом. Вследствие атаки возник пожар, в результате чего паром затонул.
До этого украинские силы уже наносили удары по другим железнодорожным паромам. 23 июля они ударили по парому «Славянин», и сейчас он находится на ремонте в Азовском море. А 30 мая ударили по парому «Авангард», в результате чего он был серьезно поврежден и теперь находится на длительном ремонте. Теперь железнодорожная паромная переправа через Керченский пролив парализован. В течение весны и лета мы периодически видели, как через Крымский мост везут военную технику. И, скорее всего, ее продолжат доставлять. Но вот топливо все время везли через железнодорожную паромную переправу. Видимо, такое решение было принято после одной из атак на Крымский мост, когда на нем горел поезд с цистернами, полными топлива. Из-за этого конструкция железнодорожного моста ослабли. И теперь, видимо, горючие материалы не возят через Крымский мост, опасаясь нового ракетного удара Украины. Скорее всего, мы скоро увидим жалобы местного населения на дефицит топлива на АЗС. Но как это отразится именно на военных, пока предсказать сложно. В четверг украинские беспилотники ударили по военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области. В результате атаки начали взрываться авиационные боеприпасы, хранившиеся на аэродроме. На этом же аэродроме базируются бомбардировщики Су-24 и Су-34. В момент атаки некоторое количество бомбардировщиков действительно находилось на аэродроме. Мы в этом уверены, поскольку уже есть фотографии, снятые с земли, уже после атаки. На фотографии мы видим ангары, в которых стоят самолеты. На данный момент неизвестно, были ли повреждены какие-то из этих самолетов. Но вот боеприпасы, хранившиеся на аэродроме, точно были уничтожены. Это не первый уже такой удар по аэродромам, на которых хранятся авиационные боеприпасы, ракеты и бомбы, что в теории может ослабить интенсивность воздушных атак России по линии фронта и украинским городам. Кстати, у команды CI Team теперь есть свой собственный YouTube-канал. Так что, если вам интересен более частый формат сводок, то переходите и подписывайтесь. Мы всем будем рады. Также мы каждую неделю ведем на своем канале прямые трансляции по средам, отвечая на ваши вопросы. Ну, на этом все. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.